Этот компактный кроссовер планировали показать еще на автосалоне в Женеве, но после его отмены даты дебюта перенесли. То же касается начала продаж. В Европе выход на рынок ждут к середине 2021 года. Самое интересное, что с обычным хэтчбеком эту модель, кроме как названия Yaris, ничего больше не роднит. Она сделана абсолютно в другом ключе и по своей сути является полностью самостоятельной моделью. Это совершенно новый Toyota Yaris Cross, который даст японскому бренду достойного соперника для таких автомобилей как Nissan Juke, Renault Captur, Peugeot 2008 и Skoda Kamiq. Он будет производиться на французском производственном предприятии Toyota в Валансине, причем в больших количествах, около 150 тысяч в год. По собственным оценкам Toyota, это дало бы бренду значительную долю на европейском рынке компактных кроссоверов. Yaris Cross – вторая модель компании в Европе, основанная на самой маленькой версии платформы Toyota New Global Architecture (TNGA). Это обычный набор деталей шасси, на которых базируются все, от Yaris и Corolla до RAV4 и американских седанов. Что важно, так это что Yaris Cross внедрил технологию гибридной трансмиссии на рынок небольших внедорожников с момента своего запуска. Потому что TNGA с самого начала спроектирован для электрификации. Представленный недавно Yaris Cross явно призван дополнить существующий небольшой внедорожник в линейке Toyota CHR. Эта модель, ориентированная на стиль, находится где-то между сегментом B Super Mini и сегментом C для семейных автомобилей. Автомобиль сразу воспринимался как кроссовер с возможностями внедорожника. Поэтому здесь предусмотрели более высокий клиренс, сильную горизонтальную ось, обеспечивающую отличный баланс и уравновешенность, большие квадратные колесные арки и, конечно же, большие колеса. Экстерьер автомобиля стал важным аспектом при проектировании авто. Была сохранена прочная ДНК линейки внедорожников Toyota, но в то же время удалось придать Yaris Cross индивидуальность. Решетка и фары отличаются от собратьев Toyota, в то время как боковые грани обладают острыми углами. У него по-иному оформлена лицевая часть, а сходство наблюдается только в конфигурации кормы. В целом новый Yaris кажется этаким немного насупленным крепышом, с атлетичным телом, сбалансированными пропорциями и развитыми крыльями. Колесные арки модели имеют квадратную форму и солидные пластиковые накладки по периметру. Защитными пластинами прикрыты также пороги и бампера. В основе лежит платформа GIB, созданная в рамках модульной архитектуры TNGA, а колесная база составляет 2560 мм, длина кроссовера 4180 мм, ширина 1765 мм и высота 1560 мм. Дорожный просвет увеличен на 30 мм, диаметр колес до 18 дюймов. Большое внимание разработчики уделили аспекту практичности. Для облегчения доступа к багажнику модель оснастили большой пятой дверью с электроприводом и задним рядом сидений с разделительными пропорциями 40, 20 и 40. Сам грузовой отсек снабжен двухуровневым полом и системой Toyota Belt Flex для крепления предметов. Общая архитектура интерьера Toyota Yaris Cross позаимствована у хэтчбека, однако в деталях отличия довольно заметны. Так, у паркетника собственная панель приборов, иной блок климат-контроля и совсем другие дверные карты. А вот экран медиасистемы расположен логично на вершине центральной консоли. Размер дисплея составляет 8 дюймов. Yaris Cross будет поставляться с двумя моторами на выбор. В базовом комплекте речь идет о трехцилиндровом атмосферном двигателе 1.5 на 120 лошадиных сил и 145 Нм крутящего момента, снабженном системой распределительного впрыска и вариаторе Direct Shift с механической первой передачей. Новенькие Toyota могут снабжаться как передним, так и полным приводом с муфтой на задней оси. В первом случае подвеска будет полузависимой, а во втором устанавливается независимая двухрычажная подвеска. Второй вариант – гибридный агрегат,
в котором дефорсирован мотор 1.5 на 91 лошадку и 120 Нм крутящего момента, в комплекте с которым поставляется электродвигатель на 80 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента. Да еще и электромеханический вариатор, совокупная мощность которую выдает такой силовой агрегат составляет 116 лошадей. За счет этой связки происходит вращение передних колес, а вот полного привода в традиционном его понимании здесь не будет, но присутствует опциональная система E4. Для задней же оси устанавливается индивидуальный электромотор на 5,3 лошадиных сил и 52 Нм, который предназначен исключительно для того, чтобы двигаться на малой скорости и когда автомобиль трогается с места. В полноприводной версии присутствуют особые ездовые режимы, причем у Toyota Yaris Cross, работающих на бензине, присутствуют так называемые внедорожные пресеты, которые называются Mood Sand и Rock Dirt. Для гибридов предлагают более мягкие вариации под названием Snow и Trail. Отдельно стоит упомянуть опцию, помогающую спускаться с горы, которая незаменима при езде по пересеченной местности. Однако стоит помнить, что перед вами не полноценный внедорожник, рассчитанный на экстремальные условия, а всего лишь хороший городской кроссовер. Самая дешевая переднеприводная бензиновая модификация кроссовера обойдется в $17 тысяч. За гибридную версию придется заплатить минимум $21 600. На этом все. Спасибо, что были с нами. Если вам понравилось наше видео, рекомендуем подписаться на канал.